Бенджи был замечательным псом, но у четвероногого друга была печальная история. Он искал новый дом с тех пор, как был щенком. Щенки обычно довольно быстро усыновляются, в отличие от взрослых животных. Но здесь было иначе. Каждый раз, когда Бенджи усыновляли, он возвращался в приют через несколько дней. Его возвращали в общей сложности 7 раз. Сотрудники не могли понять, почему никто не хотел оставлять любвеобильную собаку. Что Бенджи сделал не так, что семьи продолжают возвращать его. Как ни странно, люди так и не объяснили причину возвращения собаки. Они просто приехали, высадили его в приюте, бросили персоналу слабую отговорку и тут же уехали. Бенджи снова почувствовал себя грустным и отвергнутым. Это не было жизнью для бедного пса, и это нанесло ему огромный урон. Каждый раз, когда семья выбирала его, он был так счастлив, что уже через несколько дней отказ был поистине разрушительным. Представьте, что вы нашли лучшего друга и провели с ним несколько замечательных дней, а потом он говорит вам, что больше не хочет с вами дружить, и уходит без объяснения причин. Это именно то, через что Бенджи прошел 7 раз. Это было душераздирающе, и персонал приюта изо всех сил пытался разобраться в ситуации. Казалось, нет никакого способа решить проблему или улучшить положение бедного маленького Бенджи. Бенджи был одной из самых любящих собак в приюте. Ему нравилось, когда персонал приходил кормить его или играть с ним, и ему нравилось находиться в компании людей. Не было проблемы, и не было ничего, над чем они могли бы поработать, чтобы сделать его лучшим питомцем. Однажды смотритель приюта по имени Клара предложила отвезти Бенджи на несколько дней домой, чтобы посмотреть, как он ведет себя за пределами приюта. Возможно, наблюдая за его поведением воочию, они могли бы выяснить, что именно не нравилось в нем семьям. Поэтому она собрала его и забрала домой на несколько дней. Бенджи снова был очень взволнован, потому что хотел отправиться в новый дом. Каждый раз, покидая приют, он надеялся, что навсегда останется со своей новой семьей. Клара улыбнулась, увидев, как он взволнован. Но на самом деле она немного опасалась и беспокоилась о том, как пройдет эксперимент. Что, если Бенджи был кошмаром за пределами приюта? Мог ли он быть таким противным или непослушным, как все говорили? Ей просто нужно было набраться терпения и ждать. Только время покажет, как отреагирует маленький Бенджи, когда они прибудут к ней домой. Войдя в парадную дверь, Клара поставила переноску в своей гостиной. Вместо того, чтобы выманить Бенджи, она терпеливо ждала, пока он выйдет сам. Это заняло некоторое время, но, наконец, он осмелился выйти наружу. Сначала он был осторожен и подозрителен. Но позже он стал более доверчивым. Он бегал по комнате, все обнюхивал, радостно лаял и вилял хвостом. Кларе определенно нравился Бенджи. У смотрителя животных был долгий день в приюте, и было уже поздно. Поэтому она решила принять ванну, пока Бенджи продолжал успокаиваться. Когда она открыла дверь гостиной, чтобы уйти, в комнату вошла ее старшая собака Максвелл. Максвелл был вдвое выше Бенджи и шел медленно, совершенно не заботясь о вошедшем. А Бенджи бросился на Максвелла, скаля зубы и лая от гнева. Хотя Бенджи был всего лишь маленькой собакой, он был на удивление устрашающим для своих размеров. Клара быстро вывела Максвелла из комнаты и закрыла за ним дверь. Как только Максвелл скрылся из виду, Бенджи вернулся к своему нормальному счастливому характеру. Как будто ничего не случилось. Внезапно голова Клары щелкнула. На следующий день Клара собрала всю информацию, которую смогла найти о предыдущих владельцах Бенджи. Она начала звонить, чтобы разобраться в ситуации. Вскоре обнаружилась очень четкая закономерность. Во всех семьях в доме были другие домашние животные. Присутствие других домашних животных в доме вызывало у маленькой собаки агрессивное защитное поведение. Ни одна семья не хотела, чтобы у Бенджи были проблемы из-за того, что его вернули.
Поэтому они решили ничего не упоминать. К сожалению, в некоторых приютах агрессивных собак нередко подвергают эвтаназии, потому что их поведение мешает им найти подходящий дом. Никто не хотел этого для Бенджи. Итак, теперь Клара знала, над чем работать. Ей пришлось попытаться воспитать Бенджи, чтобы он спокойнее относился к другим животным. Это было безнадежное занятие, и не было никакой гарантии, что обучение сработает. Она начала медленно, позволила Бенджи увидеть только калитку на двери. Ситуация оставалась напряженной в течение нескольких дней, Бенджи постоянно в гневе рычал на Максвелла. Однако со временем Бенджи привык к присутствию Максвелла, и рычание и злобный лай со временем стихли. Однажды вечером Клара почувствовала себя в достаточной безопасности, чтобы открыть ворота и позволить Максвеллу и Бенджи собраться вместе. Она опасалась, что насилие вспыхнет очень быстро. Но чудесным образом Бенджи подошел к старшему псу и с любопытством обнюхал его. Хвост Бенджи начал шевелиться. И он, казалось, хотел играть. Клара была вне себя от радости. Она сделала это. Она научила Бенджи общаться с другими собаками. Бенджи и Максвелл играли весь день и даже уснули, свернувшись калачиком. Это было действительно трогательно. Но вот пришло время, когда Кларе пришлось вернуть Бенджи обратно в приют. Женщина поняла, что не может попрощаться с собакой. Поэтому она приняла важное решение. Она решила усыновить его сама. Бенджи стал частью семьи и таким замечательным питомцем, о котором она только могла мечтать. После стольких лет отказа маленький Бенджи наконец-то нашел дом. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.